Привет, спортсмены! Мы сейчас в Украине, в Прикарпатье. И вот так вот начинаются гонки у парней. Эндуро, друзья, оно не имеет границ, не имеет языковых барьеров и не имеет никаких предрассудков. Ребята, мы приехали в Украину специально для того, чтобы поснимать один из этапов Хесу. Для нас это большая честь. Парни, кто смотрит нас в Украине, вам огромное спасибо за теплый прием, конечно же, радушную атмосферу и вот эту всю любовь, которую вы здесь нам дарите. Ребяточки, сегодня гонка на канале Все Эндуро. Хесу. Добро пожаловать. Мы начинаем. Так, спокойно, все будет про Романьяк. Мы готовим целый материал про то, как Авантис всех победил. Зум тихо приехал, тихо уехал, тихо проехал, а Полтарас проиграл. И Джонни Уокер был счастлив, чтобы это за 5 дней у него не сломалось. В общем, все эти материалы по Романьяку будет 3-4 серии, поэтому не лютуйте, а посмотрите и поставьте лучше лайк ребятам, которые ездят в Украине на Хесу. Это одна из легендарнейших гонок для тех, кто в танке и гоняет по полям в Подмосковье. Приятного просмотра. Да, действительно, вы не ошиблись, мы приехали в Украину на легендарную гонку Хесу. Побывать на этой гонке была наша давняя мечта, и когда мы поняли, что можем совместить поездку в Румынию на Романьяк с заездом в Прикарпатье на Хесу, мы использовали эту возможность. Прохождение границ России с Украиной стало отдельным испытанием и квестом, который мы преодолевали всего 2 часа. Передвигаясь по Украине с заездом в Киев, на своем пути мы встречали только позитивных людей, которые нам помогали и рады были видеть. По пути в Киев увиделись с парнями, которые подписаны и смотрят Все Эндуро. Это было очень приятно. Дорога заняла 2 суток, и вот мы в Прикарпатье, на этапе чемпионата Украины по хард-эндуро Хесу. Итак, начались инструкции по съемке. Смотрите, небольшие секреты. Лиц, люди, мотоциклы. Сейчас узнаем, где самые лучшие места для съемки, для того, чтобы все показать, рассказать. Где ручей, где подъем, где въезд в гору какой-то отвесный. И распределяемся по этим точкам. Каждый из нас займет свое, так скажем, место. И будем вести съемку. Парни! Прошу прощения, что прерываю. Это прекрасный репортаж про гонку в Украине Хесу, но у меня для вас очень важное заявление. 14-15 августа на эти выходные мы с Павлухой устраиваем мастер-класс. Да, приезжайте к нам на нашу домашнюю трассу в выходные, покатаем, поучим, расскажем, поделимся опытом. Все, что там подсмотрели на Романьяке, много будет разговоров. Обкатаем вот этого малыша КТМ 22 года. Ребята, как обычно, приглашенные звезды эндуро будут у нас давать мастер-классы. Ну и самим нам уже, в принципе, есть кое-чем с вами поделиться. Поэтому торопитесь. Конечно же, мастер-класс пройдет 2 дня. Это 14 и 15. На выходные ничего не планируете. Есть здесь гостиницы, есть где остановиться. У нас прекрасная трасса на 21 километр. Приезжайте. Прошлый мастер-класс прошел отлично, невероятно. Большая география участников. Всего 20 мест. Больше народу не возьмем. Поторопитесь. Цена участия 5000 рублей. Все, продолжаем смотреть. Там село Белые Ославы. Невероятно крутой грунт. Ну, то есть разный тип грунта, разный камень. Можно наворотить такую очень-очень крутую гонку. Я там был 1 раз. Трек был достаточно интересный, слегка экстремальный. Просто есть разница между экстрим-эндуро и хард-эндуро. Хард это тяжело, но можно проехать, а экстрим это такой, ну это экстрим, да, где можно там урониться самому вместе с мотоциклом. Поэтому пока на стадии развития наша эндуро, то, наверное, нам больше харда надо, чем экстрим. То есть убирать такие супер опасные места, но достаточно сложные, чтобы человек умер физически, ему было тяжело технически ехать, именно по технике езды проезжать эти элементы, то таких гонок, да, не хватает. Но вот это, пожалуй, топ-3. Посмотрим, как в этом году они сделают трек. Это, я так понимаю, в формате Закарпатья. Вот это там все.
по локации? Да, локация там реально классная, очень красивые горы, очень красивые места и большое количество рек горных, действительно экстрим участков. Все это позволяет там провести реально гонку не хуже любой европейской там туристическая инфраструктура. Да, есть отели, есть как добраться, есть самолет, вертолет, ну кто на чего гораздо там. И как бы это все удобно, в принципе, да. Поэтому в этом плане, конечно, Украина имеет колоссальный потенциал. И, возможно, в скором будущем одна из каких-то серий европейских будет, в том числе и в Украине. Одну особенность заметил. Очень много в организаторах и в участниках тоже людей за 40, кому там даже, возможно, возле 50. У нас в России, если эндуро, это молодежь в основном, что организаторы, что гонцы. Здесь проходит гонка, точнее даже две гонки в одной локации. Сегодня проходит этап чемпионата ХЕСУ, это Hard Enduro Series Украина, и также чемпионат Закарпатья. Я немного прокатился по треку, трек хороший, непростой, есть несколько интересных подъемов, спусков, есть каменная река длинная. Проходит он по такому регламенту, что 3 часа гонка плюс 1 круг. Так определяется победитель. Сегодня ХЕСУ, завтра будет уже чемпионат Закарпатья. В целом о гонке это даже больше, чем гонка. Для местных ребят это целый праздник. Я еще ни на одной гонке российской не видел столько зрителей. Все радуются, очень поддерживают эндуро-движение. Также присутствует местная администрация. В общем, это не гонка, а один большой праздник. Честно вам должен сказать, что организация и масштаб гонки нас поразил. Сразу стало понятно, что гонка проводится не только на энтузиазме организаторов, но и при поддержке администрации. Вот так, вот такая вот организация в Украине. С Божьей помощью поедут спортсмены на соревнования. Так, Макс, расскажи-ка мне, пожалуйста, у вас что, так каждый раз гонки проходят? Не, это колорит Карпат. Местные организаторы всегда проводят в таком интересном, своеобразном, на самом деле, с одной стороны, немножко как бы старомодном по новым меркам. Сила, Смотрите, хай вам щастить! и хлеб с солью, или что это, с медом? Ничего вообще старомодного нет. Знаешь, я, если честно, вообще впечатлен того, что я сейчас увидел. Эта гонка во славах, особенно вот она всегда проводится с душой. Вот Да. Организатор Михаил Попелюк, он видит гонку в таком формате. Это, скажем так, единственная, наверное, гонка, по которой, ну, по крайней мере, те гонки, на которых я бывал, вот она в таком формате проходит. Все остальные, они ближе, вот как ты говоришь, в таком бандитском формате. Но я же говорил, гонка я выделяю для себя вот гонку на первом месте Extreme Charge. Там немножко уже такой более европейский все-таки формат. Она длинная, с разными локациями, трехдневная и так дальше. Вот. А да, гонка в вот Carpathians Cup, Белые Славы, она вот всегда такой интересный. Слушай, это формат. впечатляет. А я так понимаю, что участники, новичков почти нету. Вот я просто смотрю, в основном вся такая состав, я так понимаю, вот прям сбитый. Здесь нет такого понятия, потому что вот Смотри, не совсем так. Тут есть местные парни, они всегда такие, знаешь, очень стеснительные, едут в лайте, но дубасят лучше, чем некоторые, кто едет в классе хард. Поэтому гонка в Карпатах, она всегда такая чревата сюрпризами в плане того, кто станет как бы победителем этой гонки. Есть парень, который в себе катается в этих Карпатах, для него это абсолютно ничего сложного, а приедет какой-то там гонщик из столицы, он думает, что я в столице, всех рву. Я сейчас тут точно так же все сделаю. Но нет, нифига, да? обычные скромные парни из Карпат рвут просто молча всех. Слушай, я так понимаю, что для нас это хард, а для них это просто обыденная жизнь. Як кажуть, місні, мотоцикл майже новий, їздила жінка у церкву по неділях. Что это ты сказал? Ну, когда продают мотоциклы, короче, карпатские мотоциклы стараются не брать, потому что они максимально ушатанные. А они рассказывают, что ездила жена в церковь на выходных, да.
Остаются считанные минуты до старта. Посмотрите, какая здесь сейчас атмосфера. Люди заряжены на победу. Доброго дня! Спасибо! Ну чего, ты готов? Я готов. Привет! Привет! Привет. Макс, подвес по завороте сколько прибавляет скилла? Где-то процентов 350-380. Ну не меньше. Не меньше точно. Очень интересный формат старта. Нужно встать за мотоциклом, взять его рукой за крыло, заднее, соответственно, и в момент стартового сигнала перебегаешь как бы к рулю, заводишь мотоцикл и стартуешь. Ну, такого формата я еще пока не видел. Такой интересный ручей, небольшие ступенечки и вот парочку побольше. Воу. Все, ждем гонцов. Будет весело. Володь, меня Паша, очень приятно. Очень приятно. Володь, вы, я смотрю, не участвуете, но приехали как зритель, правильно я понимаю? Да, сегодня не участвую, потому что получил небольшую травму колена, поэтому пока не рискую. Хочу восстановиться, но на следующий сезон, думаю, будем принимать активное участие в этих гонках. Когда-нибудь уже участвовал, принимал? Непосредственно как участник нет, честно, не буду врать. Но на эндуро уже лет 10-12 минимум. А откуда вы приехали? Я приехал из города Надворное, это районный центр, где сейчас проводятся эти соревнования. Здесь родился, здесь живет моя мама, но работаю в Киеве. Приехал из Киева. Я смотрю, очень много зрителей. Вот скажи, пожалуйста, все местные жители пришли или это сразу район? Нет, я думаю, что процентов, наверное, 20-30 местных, а все остальные это, конечно, те, кто приехал посмотреть на гонку и получить эмоции. Очень большая посещаемость. У нас такая посещаемость пока только... Можем только позавидовать, да? Надо пожелать ее себе. Не, ну на самом деле я смотрю ваши блоги, поэтому
то, что вы делаете, то, что вы занимаетесь популяризацией этого спорта, это просто большое дело на самом деле. И я вам скажу так, что год от года все больше и больше людей, все больше и больше молодых ребят все-таки приобщаются к этому спорту. И популярность эндуро растет с каждым, не с каждым днем, но с каждым месяцем и точно с каждым годом. Да, это мы тоже заметили, и надеюсь, это повсеместно в мире. Нам нужно тянуться. Мы, конечно, немножко отстали от мировых стандартов наших эндуро. Может быть, да, а может быть, каких-то смыслов и нет. Понятно, что индустрия европейская и мировая, она немножко, конечно, покруче, скажем так. Но тут главное как? Главное энтузиазм, главное пруха. Главное любовь к нашему виду спорта. Да. Все гонщики стартовали, а мы с Павлухой приехали на первое наше место съемки. Здесь такой ров, класс лайт здесь не едет, едет только средний класс и хард. Итак, жара, первый круг, подъем таким каменистым грунтом с большими-большими камнями, но при этом очень сильно земляной. И грунт сильно влажный, потому что все эти дни до гонки, практически неделю, лил дождь. Видите, скользкая, очень скользкая поверхность, не дает вот этого вот зацепа. Грунт и рельеф Карпат — это практически то же самое, что румынский грунт, так говорят все местные ребята. Фактически мы находимся с этого стороны Румынии, а с той стороны, соответственно, Романьяк. Потихонечку начинает собираться пробка. Место оказывается очень коварным, затычным. И вот уже, пожалуйста, некуда проехать. Я так понимаю, сейчас начинается привал, отдых, пока там вот роняют мотоциклы. Как тебя зовут? Андрей. Андрей, меня Паша, очень приятно. Андрюх, ну что там, сложная гонка, расскажи. Очень маневренная и техничная. Надо уметь, если не умеешь, ты допускаешь ошибки. Допускаешь ошибки, устаешь. И тебе ехать все тяжелее и тяжелее. Как здесь, кто-то заткнулся, ошибка, все упали в ров и опять. Надо постоянно чувствовать мотоцикл, думать и смотреть вперед. Я правильно понимаю, что невозможно разогнаться и в дыру просто залететь? Все время нужно ползти. Если бы не было никого, можно заехать. Ну чего, как ты? Я пацан из Сургута. Ебашу на все бабки. Красавчик. Эндуро Клаб Украины есть такая поговорка, определение, что такое эндуро.
Это героическое преодоление проблем, которых могло бы и не быть. Знаете, глядя вот на это действие, сейчас понимаешь, что это придумано явно из жизни. Смотрите, спуск действительно серьезный. Тут даже страшно пешком-то идти. Ну что, ты поедешь вниз? Я не поеду. Не надо снимать это позорище. Некоторые на руках спускают мотик. Главное не бояться и не жать на тормоза, на передние. Просто выкатываешься и все. Но спускаться даже на ногах достаточно страшно. Там выкат хороший. Там хід поганий. Вот эта вот горная местность, знаете, я все думал, на что она все-таки похожа. А это такая смесь между чем-то, может быть, Геленджиком, Карелией. Знаете, вот если прямо сейчас встретишь какого-нибудь дикого медведя, в принципе, не удивишься. Будет ощущение, что типа вписывается в ландшафт нормально. Прямо сейчас поймал себя на мысли, что то, что мы делаем, оно прекрасно. Парни, у нас есть возможность посещать такие эксклюзивные места, быть в каждом вашем айфоне, смартфоне. Будь то вы едете куда-нибудь по делам, или сейчас сидите в туалете, или в конце концов смотрите это на огромном экране, неважно. Главное то, что мы любим то, что мы делаем. А вам огромное спасибо за то, что вы смотрите. То есть ездят в Карпаты кататься много. Прибалтов, поляков ездят, немцы, я знаю, ездят. Эстонцы, латыши, литовцы, поляки, венгры, румыны, молдаване. Румыны едут Румыны едут в Карпаты, да. В Карпаты. Катать, да, приезжают. Почему? Дешевле? Проще? За медальками стучат. А, за
Ух, ребяточки, все аккумуляторы у меня садятся. Давайте посмотрим, что там происходит у моих друзей, которые сейчас тоже снимают гонку для вас. Кстати, Павел, Олег и Юра. Целая команда едет в Румынию. Сейчас мы разминаемся в Хесу и снимаем украинскую гонку Прикарпатье. Так, кто-то там еще едет. Может, аккумулятора хватит? Посмотрим. Красавчик! Наконец-то! Ребята настолько гостеприимные, что сделали футболку именную. У меня на спине номер мой, 29, мой родной номер с фамилией, именем. И принадлежность Харт-Эндуро Коломыя. Коломыя — это населенный пункт или село. Здесь 30 километров от места проведения этой гонки. Устал? Ага. Че, как гонка тебе? Охрененно. Какой круг едешь? Перший. Зато медіум. Нравится? Переборщив. Офігезно. Такі підйомчики, що просто починаєш молитися. Ты в каком классе едешь? Медіум? Сложная для тебя гонка? Так. А ты сам откуда, с Карпат? Ні, з Львова. Там такого рельефа нет у тебя, да? Понятно. Ну что, завершается этот день гоночный. У нас еще интервью с ребятами. Устал? Да, я немного устал, потому что, во-первых, большое внимание со стороны парней, которые здесь местные. Многие приехали, даже и выбрали гонку, чтобы приехать с нами поздороваться. И это, конечно, безусловно, приятно. Многие, кстати, не ожидали, что мы приедем. Что это можно... Не верили, что мы сможем прорваться сюда. Можно сделать. Но благодаря, конечно, Enduro Club Украин и парням, которые помогали в этом, мы здесь, мы, в общем-то, почти сняли эту гонку и хотим сделать так, чтобы об этом месте узнали все. Все, кто смотрит канал Все Enduro. Потому что канал Все Enduro стал уже, помимо того, что он стал народным, он еще стал международным. Да, значит, оказывается, нас смотрят вот прямо сейчас Украина, нас смотрит Балтика, нас смотрит Азия, нас, оказывается, смотрит еще Грузия. Грузия, а еще нас смотрят ребята из Балкан. Да, значит, а ты знаешь, что еще из Соединенных Штатов Америки, часто мне пишут, говорят, мы из Америки, вас здесь смотрим. Да, это, конечно, Штат приятно. Колорадо, привет вам, Антон. Да, давай 3 слова о гонке. Конечно, я тебе скажу так, что с виду ничего страшного нет. Но когда только начинаешь по этому ехать, то грунт мне показался он необычным. На небольшом пятачке, на небольшом участке как-то все сделано так, что есть и каменные секции, и достаточно резкие спуски и подъемы. И все это, конечно, такое, знаешь, немного классика кросс-кантри и иногда хард. Вот так. Да, все верно. Давай я тебе расскажу, как я проехал круг. Мне удалось завершить полный круг. Ты прокатился, прям, да? Да, прям целый круг. Там вот на камере есть, посмотришь. Где-то я останавливался, помогал ребятам, где-то просто с ними разговаривал. Вот, кстати, с Андрюхой. Андрюхе привет. С кем мы разговаривали на трассе, кому я помог вытащить мотоцикл. Он пришел и отблагодарил меня вот этим вот тросом, который нам наверняка пригодится в Румынии. Я немножечко этого пугаюсь, но Васильевич раз, наверное, 3 повторил, говорит, бери, пригодится. Круг
действительно ходовой, быстрый. Есть 3 очень сложных места. Это 3 подъема. Один такой каменистый, где все собрались в пробку. И Я, кстати, там не был. Я пытался его найти, так не нашел. да, он вот здесь вот недалеко. И один земляной подъем, тоже весь в корнях. Особая пикантность этой гонки придает езда по ручью. То есть ручей прям вот с водопадом. Есть там одно место водопадное. на ту гору. И где-то воды, очень много воды. Несложно, но нужно выбирать траекторию. Некоторые ребята сворачивали, объезжая какие-то, казалось было им сложные места, и попадали в очень глубокие такие промоенные водопады этого ручья, и даже притопили мостики там. Да. Пришлось их эвакуировать. Вот это я встречал несколько человек, у которого просто текла из глушителя вода в момент эвакуации. Но организация, я вам должен сказать еще пару слов, ребята, она, конечно, на высоте. Прям действительно крутейшую организацию со стороны администрации, области, города, страны. То, конечно, это очень приятно. Потому что все приехали, все очень позитивные. Знаешь, это самое, народную музыку поиграли. Батюшка вышел, всех, значит, там благословил. Батюшка, ребята, меня вообще впечатлила эта история с батюшкой, знаешь, и ребята, не только батюшка, понимаешь, даже ребята-гонщики, я заметил, очень многие на старте, прежде чем отправиться в гонку, перекрестились, видимо, помолились, но явно здесь с Богом и верят в Бога, поэтому этот момент не может не... Ну да, хотелось бы его отметить немножко. Ну и, конечно, друзья, знаете, от стара до млада. И вот по поводу китайских мотоциклов, я здесь их почти не встретил. Нет, мы тоже не встретили. Значит, здесь... Здесь есть Кови. Кови. Нет, мотоцикл, который называется Кови. Это, что-то типа, наверное, Авантиса, да, только Кови. Да. Но я вот разговаривал с местными ребятами, и они сказали: а почему вы приехали на 4-тактниках сюда? Почему вы не приехали на 2-тактниках? Я говорю: так у нас нет 2-тактников, и вообще их не бывает. И как не бывает? У нас же, говорят, эти Кови 2-тактники 250. И я не знал, я на него тоже такие глаза сделал. Что, серьезно? Он говорит: да, серьезно. У нас есть такие вот китайские мотоциклы. Ребята, я вам должен сказать, что здесь Авантис. Мы здесь ездим на Авантис, потому что нам дала компания Авантис, чтобы мы катались по Румынии на этих мотиках и снимали. Значит, хотя никаких там контрактов у нас с ними нету, мы не стали отказываться, потому что я продал свою Пету, подумал, ну ладно, фиг с ним, покатаемся на Авантисе. И он здесь, Авантис, прям настоящий фурор. Люди подходят, смотрят, просят прокатиться, потрогать. Это, конечно, прикольное ощущение. Вроде бы такой же мод, но здесь это в диковинку. Короче, здесь нету китайских мотиков на трассе. Все ездят на либо новых европейцев, либо старых европейцев. Ну и японская техника. Японских мало, но тоже есть. Но где-то процентов 10 японских, остальные все европейцы. И почему? Потому что мне кажется, что здесь достаточно легко ее возить бэушной. Европа рядом совсем, там 100 километров Европа. И, конечно, в этом смысле здесь все гораздо проще. Сивендура, спасибо! Вот видишь, ребята узнают, приветствуют. Очень позитивно все. Знаете, вообще и на трассе, и не только на трассе, очень многие говорят: почему вы приехали только одни, где ваши все, приезжайте все вместе, зовите всех своих друзей, мы всем рады, давайте, чем больше будет эндуристов у нас здесь на гонках, тем лучше. Ну, действительно, вот эти предрассудки, которые существуют и существовали, знаете, они здесь куда-то исчезают, и здесь, конечно, нету... Ну, здесь, на самом деле, здесь очень легко. То есть и морально, и вот это все, оно, конечно, вот прям остается за стенками. За рамками. За рамками чем-то. То есть здесь все вот
Вот ты когда находишься здесь, Ну, это спорт. да, здесь вот Спорт, каждому можно прийти, пообщаться, поговорить. Здесь нет никакой там агрессии или еще что-то. Это, конечно, очень приятно, парни. За это прям, за такое гостеприимство огромное спасибо. И респект. Не в каждой, знаете, европейской стране, например, встретишь такое. Это абсолютно точно. Спасибо большое, ребята, что смотрели. Это был Павел и Кирилл, канал «Все в эндуро». Мы были в Украине, мы были в Прикарпатье, на гонке этапа Хесу. Это чемпионат Украины по хард-эндуро. И, конечно же, постарались для вас снять это видео. С вами для того, чтобы снять это видео, работали Павел, Кирилл, Олег и Юра. Юра Кашин. Юра Кашин. Хотел сказать тувинец. Все, ребяточки, всех любим, всех целуем, и мы отправляемся в Румынию. Пока.